Металлоискатель Minelab Vanquish 440 – это средняя модель из линейки Vanquish, простой, но мощный, работает на технологии Multi-IQ. Благодаря этой технологии прибор одинаково хорошо видит крупные и мелкие цели на любых типах почв. Комплектуется катушкой 10 на 7 дюймов, работает на 4-пальчиковых батарейках типа 2А. Возможно использовать аккумуляторы такого же типа, батарейный отсек находится в блоке управления. Рассмотрим элементы управления и дисплей. На лицевой панели находится кнопка включения и выключения, регулировки громкости, регулировки чувствительности, настройки маски дискриминации, кнопка выбора режима поиска, кнопка принять отклонить цель, Pinpoint, кнопка включения и выключения маски дискриминации и дисплей. Вверху над дисплеем находится шкала идентификации целей. Это подсказка для вас. Она наглядно показывает, какие цели могут находиться в данных сегментах, какие они будут иметь значение VDI и звуковой отклик. Металлоискатель Minelab Vanquish 440 имеет 3 тона озвучки и 12 сегментов дискриминации. При включении металлоискатель автоматически отстраивается от электропомех. При обнаружении цели мы слышим звуковой отклик, а значение VDI выводится по центру на дисплее металлоискателя. Таким образом, мы примерно понимаем, какая цель находится у нас под катушкой. Низким тоном озвучиваются цели с VDI от минус 9 до 0, и сюда попадают цели из черных металлов. Средним тоном озвучиваются цели с VDI от 0 до 17. Сюда попадают цели из цветного металла с низкой электропроводностью, например, фольга, алюминий, золото. Высоким тоном озвучиваются цели с VDI от 18 до 40. Сюда попадают цели из цветных металлов с высокой электропроводностью, например, медь и крупные серебряные монеты. Помните, что точные позиции разрыва тона могут немного различаться на разных программах. На дисплее слева от значений VDI мы видим установленный уровень чувствительности. Чем выше уровень чувствительности, тем больше глубина обнаружения металлоискателя. Всегда выбирайте самый высокий уровень чувствительности, при котором металлоискатель работает стабильно. В некоторых условиях при максимальной чувствительности появляются ложные сигналы от грунта. При возникновении подобной ситуации чуть снизьте чувствительность, и они пропадут. Чуть выше находится индикатор заряда батареи, а ниже уровень громкости металлоискателя. Справа индикатор глубины залегания цели. Состоит он из 5 треугольников. Каждый из них равен 5 см. Если при обнаружении цели горит один треугольник, значит цель под катушкой находится на глубине 5 см. Если горят 5 треугольников, цель находится на глубине 25 см. Данные показатели актуальны для небольших целей, например, для монет. А максимальная глубина на крупные цели может достигать до 1,5 метра. Еще правее на дисплее находятся режимы поиска. Minelab Vanquish 440 имеет 4 режима поиска. Каждый из них имеет предустановленную маску дискриминации, которую вы можете самостоятельно изменять. Монеты. Режим монеты используйте для замусоренных мест. Он имеет самую высокую скорость восстановления, и вы легко сможете отличить цель из цветного металла от металлического мусора. Маска дискриминации для этого режима отсекает все цели из черного металла, железные, и мелкие цели из цветмета и не озвучивает их. Реликвии. Режим с максимальной глубиной обнаружения на крупные цели, такие как каска или гусеничные траки, но при этом имеет низкую скорость восстановления. Не рекомендуется использовать этот режим для поиска монет и украшений, особенно на замусоренных участках. Украшения. Режим с максимальной глубиной обнаружения, а скорость восстановления имеет чуть ниже, чем режим монеты. Используйте в местах без скопления металлического мусора. Пользовательский режим. Данный режим предназначен для сохранения вашего любимого режима поиска собственной маской дискриминации. По умолчанию маска дискриминации отсекает все цели из черного металла и широкий спектр цветного мусора, такого как фольга, язычки от банок и крышки от бутылок. Сохранение пользовательского режима. Выберите один из 3 предустановленных режимов поиска. При необходимости настройте громкость, чувствительность или маску дискриминации под свои задачи. После того, как все необходимые настройки выполнены, нажмите и удерживайте кнопку выбора в течение 5 секунд. На экране появятся буквы ST, и вы услышите звуковой сигнал. Отпустите кнопку. Ваши настройки сохранены в слоте пользовательского режима. Эти настройки сохраняются и после выключения металлоискателя. Работа с маской дискриминации. Во всех программах Minelab Vanquish 440 вы самостоятельно можете изменять маску дискриминации под ваши задачи. Чтобы быстро и полностью открыть маску дискриминации, необходимо нажать клавишу включения и выключения маски дискриминации. А чтобы выборочно отредактировать маску, перемещайте курсор с помощью клавиш настройки маски дискриминации, а с помощью кнопки принять отклонить цель редактируйте маску. Сброс параметров до заводских. При выключенном металлоискателе нажмите и удерживайте кнопку выключения до тех пор, пока на дисплее не появится символ AFP.
Отпустите кнопку включения. Настройки сброшены до заводских. Для эффективного поиска старайтесь держать катушку металлоискателя как можно ближе к земле. Делайте проводку так, чтобы следующий мах катушки перекрывал наполовину предыдущий. Для определения центра цели при обнаружении сигнала проведите несколько раз катушкой над целью. Металлоискатель издаст звуковой сигнал, когда цель будет находиться ровно по центру катушки. Развернитесь на 90 градусов по отношению к цели и совершите еще несколько махов. На перекрестии двух прямых будет находиться центр цели. Еще один способ определения центра цели – воспользоваться режимом Pinpoint. Для этого необходимо нажать на клавишу Pinpoint, удерживать ее и делать проводку над целью. По приближению катушки к цели звук будет нарастать, и вы сможете определить центр. Очень рекомендуем по возможности вести поиск в режиме «Все металлы», то есть полностью открытой маской дискриминации. Так у вас меньше шансов пропустить интересные находки. Простой пример. Возьмем язычок от банки и небольшое золотое кольцо и посмотрим на их VDI. Как вы можете заметить, VDI у язычка от банки и золотого кольца одинаковый. Делаем вывод, что исключая из поиска маской дискриминации язычок от банки, вы можете пропустить золотые кольца.